Всем тотальнейшее. Для тех, кто не знает, в One Piece есть два основных способа получить всякие сверхъестественные силы. Первый — это дьявольские фрукты. Ты один такой находишь, съедаешь, и он дает тебе одну конкретную способность. Условно говоря, превращать свое тело в песок, или растягивать его там на десятки километров. Второй путь — это воля. Воля представляет из себя дисциплину. То есть ты можешь конкретно сесть, начать тренироваться и развить почти любую способность, которая есть в рамках этой дисциплины. Конечно, то, что я сейчас сказал, это утрирование. Пользователям дьявольских фруктов тоже надо тренироваться. Им надо там находить новые способы, как вообще свои способности использовать. У них есть возможность свои фрукты пробуждать, тем самым делая их сильнее, ну и все прочее. Точно так же и с волей. Не все, что есть в воле, ты сможешь раскрыть. Есть такие штуки, для которых тебе нужно вот что-то просто иметь внутри себя, некую предрасположенность. А даже если ты и можешь развить штуку, то некоторые вещи тебе могут даваться сложнее, а другие проще. Понятно. Ну и еще никто не запрещает просто иметь как дьявольский фрукт, так и волю. Но вот если обобщать, то дьявольский фрукт — это одна уникальная сила, которая есть только у тебя, а воля — это дисциплина. С данным знанием я пересмотрел один из своих самых любимых боев в One Piece. Бой Маршала де Тича и Эйса. И вот я должен вам сказать. После введения воли, бои в One Piece стали просто скучнее. Ну просто смотрите. Раньше куда большую роль играли взаимодействия сил. Ну то есть персонажам приходилось думать о том, как их способности будут синергировать со способностями противника. Вот просто пример из головы. Внезапно Энель, злодей, который атакует молниями, обнаружил, что его способности не работают на Луффи, потому что Луффи резиновый. И в результате главному злодею арки пришлось подстраиваться под главного героя и самому находить способы противостоять ему. Ну вот потому что просто вот так вот сложились карты. И это создает огромное количество интересных взаимодействий. Вот просто бац, вот это выяснилось, Энель охуел, все вокруг охуели, мы охуели, и это было охуенно! Любая логия была просто пиздец нахуй охуеть, блять, Армагеддоном, который просто вообще непонятно как побеждать. И все это опять же было очень интересно, просто по-человечески интересно. Другой отличный пример — это бой Луффи и Усопа. По моему личному мнению, лучший бой в One Piece. Усоп заведомо слабее, и поэтому ему приходится использовать всевозможные хитрости. Он бьет по глазам перцем, он раскидывает всевозможные шипы, он стреляет сюрикенами, потому что сюрикены и шипы острые, а соответственно могут резать резину, из которой состоит Луффи, игнорируя его растягивание. И все это позволяет Усопу просто за счет мозгов и тактики противостоять противнику, который в нормальных условиях одним ударом из одного Усопа сделает двух. Именно поэтому фрукт Тича, способный отключать способности других фруктов, несмотря на все свои минусы, ощущался невероятно сильным. Вот просто по-настоящему непобедимым, невозможным, достойным финального злодея. А потом появилась воля. Точнее, воля вооружения, которая может окутывать себя таким невидимым барьером, использующимся для атаки. И этот барьер, среди всех его функций, игнорирует способности дьявольских фруктов. То есть любой статист, который так или иначе развил волю вооружения, а это по сюжету буквально каждый первый, получил себе ту же самую способность, что и предполагаемый главный злодей. То есть теперь, по факту, какой бы безумный, невероятный, уникальный фрукт не ввел бы автор истории, этот фрукт может быть побежден абсолютно любым, неинтересным в боевом плане бомжом, если у того просто достаточно сильная воля. Ну типа... такое себе. И вот как-то веселье в боях в One Piece немного испарилось.
Потому что бои превратились из столкновения разных сил в просто мерение тем, у кого воля больше. В изначальном обсуждении всей этой темы некоторые люди написали мне довольно интересную мысль. А именно то, что One Piece по сути прошел тот же путь, что и невероятные приключения Джоджо. Только наоборот. Там, где Джоджо ушел от более стандартизированной концепции Хамона к более уникальным и безбашенным стендам, One Piece наоборот ушел от безбашенных и совершенно поехавших дьявольских фруктов к более стандартизированной и серой воле. Замедляешь время? Чипалах с волей! Можешь превращаться в песок волевой ногой по печени! Буквально существуешь в двух вселенных сразу. Готовь зубы! В том же обсуждении вкидывалась мысль о том, что воля вооружения необходима One Piece'у. Просто чтобы у героев была возможность сражаться с такими противниками, как Акаину и Кизару. Вот честно, это отмазка. Почему автор Джоджо смог придумать сценарий, где герои победили противника, который взрывает любого, кто знает его имя, а автор One Piece'а так не может? Почему создатели условного ГФ смогли придумать сценарий, где обычные люди победили бессмертного, изменяющего законы физики бога, а автор One Piece'а так не умеет? Почему автор One Piece'а смог придумать сюжет, где победили врага, который превращается в молнию по любому получению урона, а автор One Piece'а так не может? Погодите. Ну, в общем-то говоря, в этом и посыл, что не может, а не хочет. Это как-то на самом деле грустно просто. Хотя он вот сейчас пытается что-то там мутить в нынешних арках, ввел там грасеев, у которых бессмертие, по-видимому, таки нельзя обойти просто огромной волей. Так что помолимся за мастерство Оды, дорогие господа. До скорого. Ту-ду-ду-ду-ду.